Каждый носит маску. Правящая шайка Гишонов носит маску святости, чтобы оправдать свою тиранию. Их чиновники – маску покорности, чтобы скрыть свою продажность. А народ? Народ носит маску смирения, чтобы скрыть свою ненависть. Эта система построена на двойных стандартах, где проповеди об аскетизме читают из золотых дворцов. Они построили мир на лжи, где честность – это самоубийство. Они думали, что так будет вечно. Но когда всех заставляют играть роль, кто-то неизбежно выберет роль палача. Я выбрал свою. Эй, конспиратор! Дверь запирать не учили? Толпа на площади все молится. А ты, смотрю, просто сажей морду вымазал уже шахтер. Маскировка не жмет. Готов к сегодняшнему представлению? Всегда готов, Лин. Петиция на месте. Иногда мне кажется, что в твоих планах больше чернил, чем крови. Иногда, что ты готов залить кровью весь город, лишь бы эти планы сработали. Ладно. Мне нужно отлучиться. Буду на площади через 10 минут. Не начинайте представление без главной звезды. Теоретик нашего учения, Муран, назвал голод топливом революции. И гешаны сами заполнили им баки до краев. Когда одним рощиком пера становились фабрики в стране. Сегодняшний стихийный протест – это подарок судьбы. Наш старый план был рассчитан на неделю, новый – на несколько часов. Толпа ждет знамения с небес. Они получат его на земле в виде крови. А вот и наш главный политический преступник. Уже дважды был, а сегодня третий. Все в сборе. Фэн, Мин, Цян, Мэй. Основная группа здесь. К делу! Повторяю в последний раз. Делегация, я, Фэн, Мин, Мэй и Шун идем с петицией. Наша цель получить отказ. Громкий, унизительный, на глазах у всей толпы. Народ должен увидеть их истинное лицо. А если нас просто возьмут под стражу? Не возьмут. Они презирают нас, но боятся толпы. Поэтому они выберут третий путь. Унижение. Так было всегда. Объясняю далее. Вы все рассредоточены в толпе у ворот. У каждого свой сектор. Вы ждете. Как только вы услышите наш клич, они ответили кровью. Вы начинаете. Первые ряды на ворота. Группа молот бьет по страже на малых воротах, создает панику. Ваша главная задача создать хаос и прорвать оцепление у входа в канцелярию. Хоть один должен выйти оттуда живым. Подождите, хоть один? Наша цель не просто провокация. Мы должны ворваться во дворец, схватить Даоджуна и отдать его на суд народа. Молчать! Кого ты собрался судить? Нас горстка, а там вооруженный полк. Нам не взять дворец штурмом прямо сейчас. Наша цель спровоцировать бойню, чтобы у этой площади лопнуло терпение. А когда толпа взорвется, вот тогда начнется настоящая война. А пока заткнись и делай, что сказано. Это ясно? Спасибо, Шу. Выходит, слова написаны. И сегодня они наконец-то поймут, сколько крови стоит за этими чернилами. Все путем. Ишун, не подведи.
Состав делегации был продуман. Рабочий, ткачиха, студент. Лица тех, кого режим списал со счетов. Они ждали от нас мольбы. Но мы пришли не просить. Мы пришли выносить приговор. И я уже знал, каким он будет. Стоять! Дальше прохода нет. Петиция Верховному. От народа. Верховному Гишану Даоджуну? Еще одни просители. Велено принимать всех в канцелярию туда. Приемные часы для подачи петиции окончены. Оставьте ваше прошение на столе и освободите помещение. Нет, мы не уйдем без ответа. Это не просьба. Это требование голодных. Требования? Здесь никто ничего не требует. Все прошения рассматриваются в порядке общей очереди. Срок рассмотрения до 60 дней. Таков закон. 60 дней? Да не сдохнем ли мы к этому времени? Мы не уйдем. И толпа за воротами тоже не уйдет. Она будет только расти. Подумайте о том, что именно вы напишете в своем отчете, когда их терпение иссякнет. Ждите. Я должу о вашем неповиновении. Всякий буржуазный режим держится на двух столпах. На обмане и на страхе. Чиновник – инструмент обмана. Его задача – запутать, затянуть, заставить поверить, что система работает. И когда инструмент обмана ломается, остается только инструмент страха. Они не будут с нами говорить. Они сделают то, что умеют лучше всего. Попытаются нас сломать. Публично. Чтобы каждый за воротами видел, что происходит с теми, кто не повинуется. Ждете. Страдаете от несправедливости. Хотите больше поблажек. Требуйте, чтоб совсем все перестали работать и получали деньги за лень и бездельничество. Вот ответ на ваши требования. Просите хлеба, идите работать. Просите поблажек, молитесь усердней. Эта страна построена на вере и порядке, а не на подачках для бездельников. Убирайтесь вон, пока мы не накормили вами дворцовых крыс. Ну и что ты сделаешь? Я сказал, шли вон! Только и умейте кулаками махать, когда за спиной-то дюжина стволов. Вы действительно думали, что Верховный Гишан будет тратить свое священное время на беседы с грязью вроде вас? Какая наивность. Вы смелые только против безоружных. Посмотрим на вашу спесь, когда голодные снесут эти ворота. Вы не стража. Вы цепные псы. Весь ваш бунт уместился в одной этой грязной луже. Он умер за клочок бумаги. Глупо. Правда? Что? Хочешь повторить его судьбу? Стоять! Взять его! Не упустить! Отрезать от толпы! Живо!
Они ответили кровью. Они ответили кровью! Так заберем же у них дом! Огонь по смутьянам! Подавить бунт! Этого взять любой ценой! План сработал. Лин стал мучеником. Народ получил свой праведный гнев. Они думают, это стихийный бунт. Они не знают, что это первый ход в долгой и тщательно просчитанной игре. Моей игре.